Ну, я думаю, с камнем у нас тут проблем не будет. Вы не думайте, что мы тут пачкаем. Тут столько орлов. Без чеснока это просто жареная курица. Сверху камушек. Кстати, Рифат, я сказал, кто я по национальности. Я думаю, людям интересно, и кто ты. Скорее всего, уже люди все знают, как это Ну, делается. не знаю, давай покажем для тех, кто не знает. Давай, с удовольствием. Ну что, разговаривать долго не будем. Поехали. Цицила Тапака. Сейчас многие из вас подумали, на каком он языке с нами поздоровался. На самом деле я еще не поздоровался. Всем привет, друзья! Вы на канале Серго Пудра. Посмотрите, в каком мы прекрасном месте. Обратите внимание, что с нами сегодня дедушка. Для тех, кто не знает, это Эльбрус, двуглавый. Он находится боком от нас, поэтому для вас будет чуть-чуть непривычно. И это значит, что мы не только в красивом месте, мы высоко в горах. Блюдо, которое мы будем готовить, оно будет намного вкуснее, чем если бы мы его приготовили дома. Хотя блюдо домашнее. Его готовили всем бабушки, мамы. Как вы догадались, многие из вас, Цицила Тапака переводится на русский язык как цыпленок табака. Как же правильно? Все время все спорят, тапака или табака. Я вам открою секрет, что правильно и так, и так. С грузинского тапак переводится как сковородка, а с турецкого табак – это тарелка. И это блюдо распространено и в Грузии, и в Турции, и на всем Кавказе. Поэтому и так правильно. Ну а готовить мы будем на вот такой большой чугунной сковороде. Предварительно мы ее обожжем. А для чего обжигают, подскажи, пожалуйста. Потому что она обработана машинным маслом на заводе, чтобы не ржавела. Мы ее обожжем и обработаем уже растительным маслом. Создадим антипригарный слой и будем на ней готовить. Ну, а показывать ты будешь, как ее правильно обжечь, Сергей? Да, скорее всего, уже люди все знают, как это Ну, делается. не знаю, давай покажем для тех, кто не знает. Давай, с удовольствием. Ну что, разговаривать долго не будем. Поехали. Обжигаем. Вот, Рифат, процесс пошел. Да, вижу Масло- дымок. Да, это масло выгорает. 1/8 сковородки побелела. Надо, чтобы вся побелела. Рифат, пока процесс обжига идет, нам нужно найти с тобой большой камень. А зачем? Для гнета. А, сверху, да, Да, нацеплю? да. Ну, я думаю, с камнем у нас тут проблем не будет. О, самое то. Друзья, я вам предлагаю послушать тишину, которая нас окружает. Смотри, Рифат, скалолазы. Сковородка прогорела, машинное масло выгорело полностью. Теперь нам нужно создать антипригарный слой, и мы нальем обычное растительное масло. Теперь кисточку берем и по краям везде промазываем. Ну, ты прям как художник. Не дать не взять. Ну что, пока масло у нас кипит, давай поговорим, Рифат, с тобой, с нашими зрителями о самых частых комментариях, которые у нас были, что людям интересно. Как ты думаешь, что это за комментарии? Ну, я читал разные комментарии, конечно. Но один из самых известных и популярных комментариев – это кто же все-таки Серго по нации? Это вопрос не только у вас, наши зрители, самый частый. Этот вопрос самый частый у меня в жизни. Где бы я ни был, в какой бы я компании ни был, всех интересует, кто я по национальности. По национальности я русский, но я родился и живу на Северном Кавказе. Вот, мы сейчас находимся возле самой, как это, Рифат, называется? Самая высокая точка гора Европы. В Европе, да. Это Эльбрус.
Живу я отсюда 40 минут. Это город Пятигорск, родился и живу. Вот. И так как это самая высокая вершина, то мы и поговорим сейчас о самом высоком. Самая высокая, я считаю, в нашей жизни – это дружба. Дружба народов. Вот. На Северном Кавказе очень много живет национальностей, и они все дружат. Как бы там кто что ни говорил, но о дружбе народов, я считаю, нужно говорить здесь. Потому что мы здесь живем вместе, разные национальности, и нам ничего не остается, как дружить. И мы это делаем с большим удовольствием. И в Папахе сегодня я не зря. Я русский человек, но на Кавказе русские всегда ходили в кавказской одежде испокон веков. И я с гордостью могу надеть эту шапку себе на голову, потому что я сейчас нахожусь в Карачаево-Черкесии, я приехал в гости. Это не только их головной убор, но и всего Северного Кавказа. И также русские люди здесь одевают. Вспомните Михаила Юрьевича Лермонтова, нашего великого писателя и поэта, который жил здесь, погиб здесь. И он ходил в такой же одежде, в таком же головном уборе, как у меня. Но не в такой одежде, конечно, он ходил в черкеске, он любил кавказскую форму одежды, потому что она легкая, удобная и теплая. Папаха зимой согревает, летом не дает потеть. Вот. Я думаю, что, Рифат, я ответил на вопрос, на самый частый, кто я по нации. Кстати, Рифат, я сказал, кто я по национальности. Я думаю, людям интересно, и кто ты. А об этом мы поговорим в следующем видео. Как, я думаю, такой же интересный вопрос у многих, почему именно Серго Пудра. Да. Об этом мы поговорим в следующем ролике. Я согласен. Давай, за дружбу народов. Будьте здоровы, самое главное, счастливы. И только дружите друг с другом. И все. Пришло время заняться цыплятками. Вот такие у нас красавчики, маленькие, по 700 грамм. Самое то для цыплят табака. По спинке мы их разрежем, по хребту. Отрежем лишнюю кожу. У всех у этого уже отрезано. Так, это орлам на съедение. Также отрежем ненужные, невкусные части. Тоже орлам. Вы не думайте, что мы тут пачкаем. Тут столько орлов. Вы не думаете, что мы тут одни, да? Да. Тут и орлы голодные летают. По традиции расскажем, какими специями будем пользоваться. Здесь у нас черный перец горошком, соль, ну и, конечно же, хмель и сунели. Для цыплят табака это просто необходимо. Все готово у нас для того, чтобы жарить цыплят табака. Сковородочку мы обожгли, маслом прокалили, масло вылили. Сковородку мы пропитали сухими салфетками. Теперь закладываем топленое домашнее масло. А оно чем отличается от магазинного масла? Сливочное масло горит очень сильно. Топленое масло, оно уже перетопленное, то есть оно само за себя горит, топленое. Вот оно какое. Не хочет с ножа слазить. Масло не жалеем, цыпленка у нас 3. Сковородка раскалилась практически мгновенно, нужно ставить цыплят. Разровняли, теперь нам нужен гнет. Для этого мы будем использовать сковородку меньшим диаметром. Ставим ее прямо на цыплят. И сколько минут? Я думаю, минут 10 и будем переворачивать. За это время нам нужно потолоть чеснок, потому что цыплята табака без чеснока – это просто жареная курица. Пойдем толоть чеснок.
С одной стороны цыплята поджарились. Рифат, давай покажем, как они получились. Переворачиваем на шкурку. Вот крылышко. Перевернули эту сторону поджаренную, нужно помазать чесноком. Берем прям рукой. И также сделаем с другой стороны, когда там обжарит, чтобы чеснок у нас не горел. Ставим гнет, прижимаем и сверху камушек. И идем рубить кинзу. Опять чесночок. Цыплята готовы, пора вытаскивать. Гнет. Ну что, Рифат, посмотрим, что у нас получилось. Друзья, спасибо, что в очередной раз были с нами, смотрели наш ролик. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, и тогда ничего не пропустите. Всем спасибо, до свидания. Рифат, иди быстрее кушать, а то ты уже устал.